Почему у русскоязычных не получается выучить английский? В этом видео я разберу 10 самых частых проблем, которые тормозят ваш прогресс, и расскажу, как с ними справляться. Я уже больше 10 лет преподаю английский русскоязычным ученикам, и за это время я поняла одну очень простую вещь. Почти у всех одни и те же сложности в изучении. И неважно, вы работаете в IT, рисуете картины или любите путешествовать, вы все равно наступаете на одни и те же грабли. Интересно, что мне как сербке изначально ваши трудности казались какими-то странными и местами нелогичными, так как я привыкла к тем проблемам, которые существуют у нас сербов при изучении. Но со временем, лучше узнавая вашу культуру, образовательную систему и отношение к языкам, я начала понимать, почему именно эти моменты вызывают сложности. И вместе со своими учениками я нашла способы, как с ними справляться. Проблема номер один. Страшно делать ошибки. Что другие подумают обо мне? Так сложилось, что для русскоязычных английский — это не просто средство общения. Кажется, что он стал чем-то гораздо большим. Показателем интеллекта, успешности, статуса, даже самооценки. И из-за этого вы подходите к его изучению с огромным внутренним напряжением и ожиданиями. И под таким грузом очень легко сломаться. Обычная ошибка в речи воспринимается как катастрофа, как крах всех надежд. Хотя вы тоже делаете ошибки, когда говорите по-русски, и ничего страшного не происходит. Вы не бросайте разговор, не начинайте сомневаться в своих способностях и не считаете это признаком низкого интеллекта. Почему же в английском все иначе? На самом деле, самое важное в изучении языка — это не преподаватель, не учебники, далеко не материалы. Самое важное — это ваш психологический настрой, ваши ожидания от процесса и та доля детского любопытства, с которой вы подходите к самым занятиям. Когда вы по-настоящему понимаете, что ошибки — это нормальная и даже необходимая часть пути, вы освобождаетесь от постоянного давления. Энергия, которую вы тратили на попытки звучать идеально, начинает работать на вас, а не против. Ошибки говорят не о провале. Они свидетельствуют об одном из трех. Первое. Вы экспериментируете с новой конструкцией, словом или выражением и пытаетесь вписать его в свою речь. Отлично, это есть активное обучение. Второе. Вы выходите за пределы уже знакомого вам языка, пробуете сложные структуры и растете. На экзаменах такие ошибки иногда даже оцениваются положительно, потому что показывают прогресс. И третье. Вы забыли, недостаточно поняли или закрепили материал. И это просто сигнал. Стоит вернуться, повторить или закрепить. Это нормально, все так делают. Так что давайте относиться к ошибкам взросло и спокойно. Вы изучаете уже второй, а может даже третий или четвертый язык. И это уже само по себе заслуживает огромного уважения. Путь этот, пусть не всегда легкий, стоит того, чтобы идти по нему с интересом, уважением к себе и добротой. Проблема номер два. Произношение не дается. Произношение действительно непростая тема. В идеале им стоит заниматься с первых пор, как только начинаете изучать язык. А потом в процессе уже делать маленькие корректировки там, где нужно. К сожалению, реальность очень сильно отличается от этого сценария. И многие доходят до даже уровней B1 и B2 и все еще имеют проблемы с произношением. Здесь главное не пытаться объять все сразу. Начинать стоит с 3-4 звуков, которые особенно непривычны русскоязычным. Например, те, которые в словах типа think, this, cat и, конечно, произношение R. Я рекомендую очень простую практику. Возьмите зеркало и потратьте 5-10 минут каждый день на тренировку этих звуков. Посмотрите, где должен находиться язык при их произношении. Таких рисунков много в интернете. Да, поначалу будет неловко, но уже через неделю вы почувствуете разницу. Сделайте на этих звуках фокус несколько недель. Старайтесь правильно их произносить, пока это не дойдет до какого-то рода автоматизма. Затем уже можно переходить к следующей группе звуков. Также отлично помогает чтение вслух и скороговорки. Начинайте с медленного проговаривания, делая упор на правильное произношение. Затем постепенно увеличивайте скорость речи. Произношение — это навык, и он требует времени. Поэтому, если в процессе изучения осознанно вспоминать его, думать о нем в нужный момент речи, то со временем вместе с ростом вашего уровня будет улучшаться и произношение. Проблема номер 3. Ничего не понимаю на слух. Это абсолютный чемпион по количеству жалоб. Люди говорят: я вроде понимаю, когда читаю, но как только кто-то начинает говорить, все, мозг отключается. Проблема тут в скорости и редукции. Английская речь действительно быстрая. Слова слипаются, звуки съедаются. На это все люди еще занимаются аудированием очень мало или хаотично. Но все это тренируемо и поправимо. Вот что работает. Слушайте один и тот же фрагмент аудио трижды.
Сначала с субтитрами или текстом, потом без, а потом попробуйте повторять вслух, как будто вы актер. Да, это звучит немного некомфортно, но работает безотказно. Также очень помогает формат аудиодиктантов. Вы слушаете короткую фразу, ставите паузу и пытаетесь записать то, что услышали, а потом сравниваете. Начинать лучше с адаптированного аудио. BBC Learning English, Voice of America и тому подобное. Постепенно переходите к настоящей живой речи. Делайте такие упражнения ежедневно, сколько время позволяет. Через месяц вы удивитесь, насколько лучше станете все воспринимать на слух. Проблема номер 4. Учу английский много лет, а уровень не растет. Такое часто происходит, когда человек учит язык, но использует его очень редко, максимум на уроках. Знания начинают накапливаться в таком теоретическом ящике, который практически никогда не открывается. Это как пытаться научиться плавать, просто читая книги о плавании, не заходя в воду ни разу. Если вы чувствуете, что застряли, перестаньте учить язык, начните жить на нем. Как это выглядит на практике? Начните использовать английский в повседневной жизни. Как бы скромно это ни выглядело в начале. Пишите короткие посты на английском, ведите дневник, можете писать заметки на английском, проговаривать свои действия вслух, можете записывать себя на диктофон, общайтесь в языковых клубах с репетиторами или в языковых обменах. Меняйте формат, пытайтесь больше читать более сложные тексты, пересказывать, смотреть TED Talks или вести блог на английском. Чем больше вы используете язык, пусть и с ошибками, тем быстрее он станет вашей частью, а не просто набором правил и слов. Проблема номер 5. Голова кипит, ничего не запоминается. Слишком много информации, слишком много всего хочется запомнить и выучить, и в итоге мозг просто отказывается сотрудничать. Это классическое выгорание, которое часто случается у людей с чрезмерной мотивацией. Когда вы слишком сильно хотите, начинаете требовать от себя невозможного. И очень быстро наступает усталость, разочарование и желание все бросить. Здесь важно напомнить себе одну простую истину. Язык — это навык. И любой навык требует времени, практики и повторения. Вы же не ожидаете научиться, например, вести машину за 2 недели. Ведь для уверенного вождения нужно не только знать правила, но и побывать в самых разных дорожных ситуациях. С парковкой, с пробками, с поворотами, с дождем, с неожиданностями. Только с опытом приходит реальная уверенность. То же самое с английским. Вам нужно пройти через определенное количество языковых ситуаций. Например, услышать незнакомое слово и догадаться о его значении. Не понять с первого раза и переспросить. Забыть слово и объяснить его по-другому. Ошибиться и все равно быть понятым. Это не отклонение от нормы, это и есть сам процесс изучения. Поэтому оставьте себя и свое изучение в покое немножко. Решение здесь очень простое. Смотрите на изучение английского как на прием витаминок. То есть лучше, например, заниматься 3 раза в день по 10 минут, то есть 3-4 раза по чуть-чуть, чем сделать за 1 раз 2 часа. Потому что количество информации, которое вы пытаетесь усвоить за эти 2 часа, оно точно не усвоится. Со временем объем усваиваемого материала будет естественным путем расти, без насилия над собой и выгорания. Главное — это постоянство и доверие к процессу. Проблема 6. Я все понимаю, но сказать не могу. Очень частая жалоба. Проблема здесь в том, что пассивный словарь намного больше активного. Решение в такой ситуации — это регулярная устная практика и shadowing, то есть повтор за носителем, которые помогают перевести пассив в актив. Сегодня это не проблема, сегодня возможностей масса. Есть приложения типа Hello Talk, где вы можете переписываться или общаться с иностранцами. Есть телеграм-чаты, дискорды, даже языковые клубы по Zoom. А если совсем тяжело, начните с самого простого. Разговаривайте с собой. Опишите свой день. Спросите себя, что ты хочешь на ужин. Отрепетируйте диалог в кафе. Это звучит странно, но это реально помогает начать говорить. Беглость в речи — это слаженное сотрудничество между мозгом и речевым аппаратом. Это как хорошо отлаженный механизм. Мозг обрабатывает мысль, а рот четко и быстро ее озвучает. Именно поэтому не стоит ожидать, что вы улучшите свою разговорную речь, просто выполняя письменные упражнения, читая или слушая. Все это важно, конечно, но если вы не говорите, вы не тренируете навык говорения. Представьте, вы хотите накачать руки, а делаете только выпады. Сколько бы вы ни старались, руки не изменятся. Так и с языком. Что тренируем, то и развивается. Проблема номер 7. Учили в школе, а толку нет. Все знают эту боль.
Английский был в школе вроде 5-7 лет, но на самом деле в голове почти ничего не осталось. Почему так происходит? Потому что в школе обычно дают теорию без настоящей практики. Вам объясняли правила, задавали упражнения, учили раскрывать скобки. Но никто не учил, как по-настоящему развивать языковые навыки, как говорить, слушать, думать на английском. В результате формируется такое ложное ощущение. Вроде бы что-то знаешь, но использовать эти знания не можешь. Поэтому, когда вы снова возвращаетесь к изучению английского, важно отказаться от старого школьного подхода, правила, упражнения. Вместо этого двигайтесь в обратном направлении. Сначала пример, потом догадка, потом правило. Например, вы слышите «He's been working since this morning». Сначала просто запомните фразу, повторите ее несколько раз, попробуйте использовать в другом контексте. Потом спросите себя, почему именно так сказано? Почему не, например, «He is working since this morning». И только после этого ищите объяснение в словаре, на форумах, у преподавателя или через Google или ChatGPT. Так вы сначала принимаете фразу такой, какая она есть, как носители ее реально используют, а уже потом начинаете осмыслять и выводить правила самостоятельно. Это и есть путь, по которому мы все выучили свой родной язык. От живого примера к осознанию. Я сама учила русский именно так. Проблема номер 8. Не получается переключиться на английский в жизни. Если язык существует только во время уроков, он будет забываться. Это как тренировать мышцы раз в неделю. Прогресс будет, но очень медленный. И все быстро откатывается назад. Чтобы английский действительно начал работать на вас, нужно вплетать его в повседневную жизнь. Сделать его не событием, а фоном. Начните с малого. Переключите язык телефона на английский. Подпишитесь на англоязычные YouTube-каналы, которые вам интересны. Про путешествия, технологии, кулинарию, моду. Слушайте музыку и подпевайте. Пишите себе напоминания на английском. Даже список покупок можно оформить как milk, eggs and laundry detergent. Другими словами, все, что делаете на русском, старайтесь делать теперь на английском. Чем больше таких мелочей, тем естественнее язык становится частью вашей среды. Постепенно начинает уходить ощущение, что английский — это учеба. Он начинает восприниматься как обычная часть жизни. Привычная, доступная, не страшная. Проблема номер 9. Учусь хаотично, нет системы. Здесь главная проблема — это отсутствие структуры. Один день позанимался, потом неделя перерыва, потом снова с нуля. Решение — создайте себе гибкий, но понятный план. Например, понедельник — чтение, вторник — аудирование, среда — говорение, четверг — грамматика, пятница, письмо и повторение. Не обязательно строго в таком порядке. Сделайте себе чек-лист, трекер, Google таблицу и раз в неделю подводите итоги, что получилось, а что нет. Делайте так, пока не найдете свой ритм. У кого-то получается заниматься каждый день по часу, у кого-то 15 минут. Не будет одинаково учить английский мама в декрете, начальник какого-то большого банка и девятиклассник. У каждого свой стиль, график и количество свободного времени. Проблема номер 10. Сложно использовать грамматику на практике. Многие студенты знают правила грамматики, времена, артиклы, условные предложения, но когда нужно их использовать в реальной жизни, язык как будто блокируется. Это происходит потому, что грамматика воспринимается как абстрактный набор правил, а не как живой инструмент для общения. Что делать? Первое, не пытайтесь сразу идеально применять все правила. Вместо этого сосредоточьтесь на нескольких грамматических структурах, которые вам реально нужны в разговоре. Например, можете начать с present simple и past simple и довести их до автоматизма. Дальше практикуйте в контексте. Не запоминайте правила в изоляции. Ставьте себе задачи, где нужно использовать именно этой конструкции. Например, расскажите про свой день или опишите какое-то событие в прошлом. Попробуйте позадавать вопросы, используя эти времена. Обратите внимание на то, как используют их носители в фильмах, сериалах и песнях. Еще очень помогает метод shadowing. Я никогда не устану это повторять. Слушайте носителя и повторяйте за ним одновременно, обращая внимание на грамматические формы. Затем можно добавлять в свою речь новые грамматические структуры. И также через повторение доводить их до автоматизма. Только тогда они начинают работать на рефлексах, они отнимают внимание в разговоре. Важно помнить, наше внимание ограничено. Мы не можем одновременно держать в фокусе
5 разных грамматических структур, новые слова, думать про произношение и еще думать, чтобы такого умного сказать. Поэтому гораздо продуктивнее сфокусироваться на одной-двух новых структурах и тренировать их в течение пары недель, чем пытаться охватить все сразу и в итоге не закрепить ничего. Иногда нужно отложить эго в сторону и признать, что настоящий прогресс — это не объем, а глубина. Именно регулярная и точная проработка дает настоящую свободу в языке. Вот и все. Мы разобрали 10 самых частых проблем, с которыми сталкиваются русскоязычные ученики при изучении английского. И главное, рассказали, что с ними делать. Возможно, вы узнали себя в нескольких пунктах. Если да, значит, у вас уже есть путь, куда двигаться дальше.